Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый баварский дрожжевой пирог сливовой датчи, или как по-немецки он называется Zwetschgen-Datschi. Это традиционная немецкая выпечка. Я очень много лет живу в Германии и делюсь с вами периодически традиционными немецкими рецептами. Сегодня тоже хочу с вами поделиться этим рецептом. Рецепту этому уже более 200 лет. Считается он традиционным пирогом из баварского города Аугсбург. В Германии он очень любим народом. По традиции продается во всех булочных, кондитерских по сезону. Пирог получается нежнейшим, тающим буквально во рту, с очень большим количеством слив, с нежнейшим сливочным штрейзелем. Делается этот пирог очень просто и быстро. Буквально пару минут будем замешивать тесто. Тесто буду замешивать безо всяких электрических приборов. Понадобится только духовка. Все нюансы расскажу, как его сделать наиболее воздушным, этот пирог, чтобы сок от слив не растекался. Все покажу и расскажу в этом видео. Итак, сначала приготовим опару. 200 мл теплого молока, 7 грамм сухих дрожжей, либо же 20 грамм свежих дрожжей. От общего количества сахара 120 грамм, 2 столовые ложки я добавляю в опару, перемешиваю и отставляю опару минут на 10-15 в сторону. Итак, дрожжи вступили в работу, продолжаю дальше. 8 грамм ванильного сахара, весь оставшийся сахар, 6 грамм соли добавляю к опаре. Все это аккуратно перемешиваю. Добавляю туда 2 яйца комнатной температуры. Яйца в данном рецепте я использую среднего размера, даже я бы сказала мелкие. То есть вес яичного меланжа без скорлупы будет примерно 80 грамм. 500 грамм просеянной муки. Добавляю туда всю жидкую смесь. И добавляю туда 100 грамм размягченного так сильно сливочного масла. И просто замешиваю все это до однородной массы. Тесто будет очень податливым. Оно уже практически не будет липнуть сейчас к рукам. Я его сначала объединяю в миске. То есть в миске я просто объединила все эти ингредиенты до однородности. Ни в коем случае в миске я ничего не вымешиваю. Это тесто замешивается очень просто и очень быстро. Пару минут подбиваем на столе, и будет прекрасное податливое тесто. Видите, оно уже хорошо объединяется в шар. То есть это тесто, с ним очень приятно работать. Муку, как вы видите, я дополнительно не использую, даже не припыляю здесь я стол. Все так будет прекрасно функционировать. Видите, уже практически не липнут руки к нему. Подбиваю ее вот таким образом минуты 2. Сейчас оно еще пока рвется, видите как? И спустя пару минут вот такого отбивания на столе мы достигнем той консистенции, чтобы тесто стекало вот такой плавной лентой. По прошествии пару минут уже тесто стекает. Сейчас при помощи скребка собираю все это тесто быстро со стола, перекладываю в ту миску, где оно у меня будет подниматься в течение часа. То есть к рукам оно уже практически вообще не липнет. Уберу сейчас это тесто где-то на час в теплое место, просто для поднятия. Обязательно накрываю и отставляю пока его подниматься, это тесто. Естественно, все продукты для работы с дрожжевым тестом должны быть комнатной температуры, либо слегка теплые. У меня здесь прошел уже час. Тесто у меня поднялось вдвое. Вот такое пышное оно получилось. Сейчас я его собираю и сразу буду перекладывать его на противень. Здесь будет казаться, что очень мало теста на такой большой противень. Теста немало. То есть основа у этого пирога, у Zwetschgen-Datschi, она должна быть невысокая. Основу для этого пирога иногда пекут такой толщиной, как буквально тесто на пиццу. Противень у меня здесь стандартный. 42 на 32 сантиметра, то есть большой стандартный противень. Буквально здесь 5 грамм сливочного масла мне понадобилось для смазки противня. Тесто очень податливое, оно прекрасно распределяется по противню. Я при помощи маленькой скалочки вот так вот разравниваю это тесто, то есть чтобы не было у нас сильных углублений в тесте и сильно таких возвышенностей, чтобы был ровный достаточно корж, насколько это можно сделать. Уберу сейчас под пленкой его на полчаса на расстойку, этот корж, и буду приготавливать уже сливы. Слив здесь понадобится мне много. Я брала здесь 2 килограмма слив. Обычно берется от 1,5 до 2 килограмм садовых слив для этого пирога, то есть совершенно обычные сливы. Сливы должны быть спелыми, но не переспевшими. То есть они должны хорошо нарезаться и хорошо держать форму. Но сливы не должны быть экстремально кислыми, ни в коем случае. Если у вас будут экстремально кислые сливы, у вас пирог будет просто кислым. То есть видите, у меня уже сливы не зеленые, они такие достаточно уже спелые. То есть их уже приятно есть просто как самостоятельный десерт. Сливы нарезаю вот таким образом, как я показываю в видео. И выбирайте такой сорт, чтобы косточка у слив очень хорошо отделялась. Итак, я приготовила все свои сливы.
Корж у меня расстоялся. И вот сейчас я его посыпаю обязательно 4 столовыми ложками молотого миндаля. То есть это типа миндальной муки, но покрупнее. Можете миндальную муку использовать. Если у вас нет миндальной муки, вы можете другими измельченными орехами это посыпать. Можете просто панировочные сухари брать. Но лучше, конечно, миндальную муку. 4 столовые ложки. И начинаю выставлять все сливы уже на корж. Вообще всегда используется миндальная мука или молотый миндаль. Вообще, Цвечкин-дачи, вот этот пирог, он готовится абсолютно без всяких бортиков. То есть эти сливы должны полностью соприкасаться с краями формы. Но у меня слив не хватило даже 2 килограмм, и поэтому у меня немножко края остались. То есть, если вы их будете более плашмя располагать, то вам тогда всего хватит. Здесь, вот внимание, чтобы сливы вот эти не растекались, я их посыпаю желирующим сахаром. Я живу в Германии, у нас этот желирующий сахар продается на каждом шагу. Вы можете просто сахаром посыпать. 4-6 столовых ложек желирующего сахара. И посыпаю вот здесь измельченным миндалем, буквально 50 грамм. Больше миндаля я здесь не использую, чтобы он не забивал собой во вкусе другие ингредиенты. И готовлю быстрейший штрейзель. Для штрейзеля мне понадобится 70 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 150 грамм муки просеянной. Все это объединяю. По желанию добавляем туда корицу. Я обязательно добавляю. Здесь я в столовой ложке добавляю где-то 1 чайную ложку без горки. Все перемешиваю. Такая легкая нотка корицы. Можете больше добавлять, если вы ее любите. И 70 грамм растопленного сливочного масла. Это самый быстрый штрейзель, который можно приготовить. То есть он готов сразу, его не нужно ни замораживать, ни охлаждать. Сразу прекрасный штройзель вообще. По-немецки правильно говорится штройзель. По-русски уже говорится штрейзель в русской транскрипции. Вот такой вот штрейзель у нас прекрасный получился. Качество такого штрейзеля при выпекании никак особо не отличается от того штрейзеля, который мы бы готовили на холодном масле. Сразу же выкладываю его на пирог. Сливы все готовы, духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Выпекать я его буду с конвекцией при температуре 160 градусов Цельсия примерно 40 минут. Это в моей духовке. Если у вас нет конвекции при температуре 175 градусов Цельсия, также выпекается примерно 40-45 минут, но это все смотрите по особенностям вашей духовки. Я выпекаю его всегда с конвекцией. Здесь порция штрейзеля рассчитана именно вот на такое как бы поверхностное покрытие, то есть не полное покрытие этих слив, то есть сливы должны обязательно виднеться из этого пирога. Убираю выпекаться. Вот такой прекрасный пирог у меня получился. Слив на последнюю здесь линию у меня не хватило. Кому-то нравится и просто вот этот ривель. Это на диалекте поволжских немцев. Вот это штрейзель, вот этот штройзель. Предки мои поволжские немцы. И у нас он называется ривель. Поэтому ривель-куchen. Многие знают еще с советских времен этот пирог русских немцев ривель-куchen. Вот такой желирующий сахар обычно я использовала 2 к 1. То есть вы можете желфикс туда добавить. У кого нет желирующего сахара, вы немножко к обычному сахару можете добавить буквально щепотку этого желфикса, перемешать все это. Желирующий сахар содержит в себе пектин. И вот этот сахар, он особо не дает расплываться сливовому соку. Также эту лишнюю влагу держит подушка из молотого миндаля, которой мы посыпали сам корж. И она очень нейтральная во вкусе. Желирующий сахар – это сахар для приготовления повидла, варенья, различных конфитюров. Я думаю, в каждой стране он сейчас продается. Итак, вот такой прекрасный разрез. Я его разрезаю еще в не до конца остывшем виде. Он еще очень-очень теплый. Вот так прекрасно он держит форму. Вообще вариантов Цвечкин-дачи, вот этого сливового пирога, масса. Кто-то делает вообще без штрейзеля, кто-то делает еще больше штрейзель на него, кто-то делает вообще без миндаля, без всего, кто-то делает для него такую жесткую основу, тесто как на пиццу. Мне не нравится это. Поэтому я готовлю всегда вот такой сдобный, пышный вариант, вот такой прекрасный он получается в разрезе. Все у него абсолютно слои пропеченные, сливы пропеченные, никакого сока лишнего у нас нет. Прекрасно он надламывается вилкой, тает во рту. Надеюсь, что вы знаете, что слива – это фрукт очень кислый. Если употреблять это в горячем виде, естественно, слива будет кислить. То есть этому пирогу нужно полностью дать остыть, и тогда раскроется его превосходный вкус, чтобы слива у вас была полностью остывшая. Конечно же, этот пирог очень часто подается именно из порции взбитых сливок или с мороженым. Очень вкусно. Сливы здесь берется действительно очень много. Она вот так красиво смотрится в разрезе. Она очень красиво смотрится на самом пироге. Если вы возьмете сливы меньше, просто укладывайте ее плашмя, у вас сливы уйдет меньше. Это, в принципе, все на ваше усмотрение. Я вам показала как бы классический вариант.
Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.